Всем привет! С вами Глеб Орел, олимпиадный репетитор по физике. И я вас рад приветствовать на нашем очередном занятии суперинтенсива к ЕГЭ по физике. И сейчас давайте мы с вами полностью разберемся с теорией по статике. Погнали! И, кстати, отмечу, что этим летом у меня пройдет моя летняя школа к ЕГЭ по физике следующего года. И если ты сейчас учишься в 9 или 10 классе и хочешь уже начать свою подготовку к ЕГЭ, то специально для тебя ссылочка будет в описании. Переходи по ней и присоединяйся ко мне на курс. На этом курсе мы с тобой сначала войдем в мир физики, изучим кинематику и динамику с полного нуля, и уже начнем решать задачи второй части, где ты узнаешь правильное их оформление. А потом в августе мы изучим довольно сложные темы, как электромагнетизм, чтобы тебе в начале 11 класса было в разы проще учиться в школе и вместе с этим в конце уже 11 класса максимально круто повторить эти темы и знать их на полный балл во время ЕГЭ. И заодно, конечно, во время летней школы мы не сможем с вами прям подготовиться на 100 баллов. Нет, это невозможно. Поэтому у нас после летней школы будет годовой курс, который начнется в сентябре. На этом годовом курсе мы с вами пройдем все темы, все тонкости, все фишки ЕГЭ по физике, научимся решать всевозможные задачи второй части, и при этом мы с вами будем уметь правильно их оформлять, как того требует ЕГЭ, чтобы не раздаривать лишний раз баллы проверяющим и получить наконец-то свой заветный высокий балл. Так что для тебя ссылочка также в описании. Переходи и присоединяйся. До встречи на курсах. А мы давай тогда продолжим наш видеоролик. Ну что, начнем с самого базового. Это момент силы F относительно некоторого полюса О. Погнали. Давайте мы представим, что у нас будет некоторая точка О, которую мы с вами выбрали произвольно. Тут, да где захотите. Ее не обязательно можно связывать с осью вращения. И эта точка О в дальнейшем будет называться как полюс. И все. И мы хотим найти момент силы F относительно этого полюса О. Если, например, мы с вами прикладываем силу F в точке А. Что тогда мы должны с вами сделать? Во-первых, мы должны провести линию действия силы. Вот она. Это линия, которая проходит через нашу точку приложения и идет параллельно нашей силе F. Потом мы с вами берем и ищем расстояние от точки О до линии действия силы. То есть мы берем, опускаем перпендикуляр с точки О на линию действия силы и ищем вот это расстояние. Оно будет у нас выражаться как d маленькая. И тогда момент m, сила F относительно точки О будет выражаться как m, это есть F на d, где d маленькая у нас будет называться как плечо нашей силы F относительно полюса О. Еще раз, плечом нашей силы F относительно полюса О называется вот это расстояние от точки О до линии действия силы. Окей? Все, мы с вами с этим тогда разобрались. Что очень важно, что d маленькая не равен ОА. То есть, если что, мы должны не вот это расстояние брать, а расстояние до нашей линии действия силы, то есть вот этот перпендикулярчик. Отлично, с этим-то разобрались. Переходим к некоторой терминологии. Давайте представим, что пусть у нас есть некоторое твердое тело, да вообще без разницы, может быть какое-то здесь тело. И давайте мы с вами выберем полюс О в этой точке. И давайте мы его выберем так, чтобы по счастливой случайности оказалось, что все вот эти вот плечи, они будут попадать в точки приложения наших сил. Ну пусть так окажется. Бац, вдруг так оказалось, как раз здесь, видите, перпендикулярчик, здесь перпендикулярчик, здесь перпендикулярчик. Хотя линии наших действия сил, вот так вот они и будут проходить. Что тогда? Ну, во-первых, давайте мы с вами запишем наши моменты сил относительно полюса О для каждой из этих сил. То есть М1 это будет момент силы F1 относительно полюса О, это F1 на D1. Потом момент силы 2. Это будет F2 помножить на D2, потом момент силы F3 это будет F3 на D3 и так далее. Это максимально понятно, потому что D1, D2 и D3 это будут наши плечи данных соответствующих сил. А теперь самое главное, это как раз пунктик P маленькая. Давайте мы с вами обозначим такую буковкой M с индексом по часовой стрелочке, как сумма всех моментов, стремящихся повернуть тело по часовой стрелке. То есть мы с вами видим, что относительно полюса О у нас есть силы, которые хотят повернуть ваше тело по часовой стрелочке, правильно? И есть также силы, которые стремятся ваше повернуть тело относительно полюса О прочь часовой стрелочки. И давайте мы с вами посмотрим. Например, в данном случае M это сумма моментов, стремящихся повернуть ваше тело по часовой стрелочке. Это значит будет момент силы F1, потому что видите, сила F1, а хочешь повернуть в этом направлении, вот в этом, относительно полюса О. Вот так, бум, бум, вот так вот повернуть. И момент силы F3. Правильно? У нас же сила F3 также хочет повернуть наше тело по часовой стрелочке, вот в этом направлении. Поэтому здесь мы и будем учитывать момент силы F3 и момент силы M1, как их сумму при этом.
Так, а m с индексом против часовой мы будем называть как сумму моментов, стремящихся повернуть тело против часовой стрелочки. Но в данном случае относительно полюса, кто хочет повернуть наше тело против часовой стрелочки, это только сила F2, то есть только в этом направлении она хочет поворачивать ваше тело. Значит, сумма моментов, стремящихся повернуть ваше тело против часовой стрелочки, будет выражена как просто момент силы F2, то есть m2. Все. И вот с этой терминологией мы с вами познакомились. Пойдем тогда дальше. Перейдем к условию равновесия тел. Давайте мы представим, что у нас есть некоторое твердое тело. Представили? Отлично. Если что, твердое тело — это то тело, расстояние между любыми двумя точками которого у нас неизменно. Мы представим, что на это твердое тело будет действовать сила F1, F2, F3. И мы можем выбрать, например, здесь полюс О. Да без разницы, где захотите, что выбирайте. Вот. И что очень важно, если мы с вами будем считать, что наше твердое тело в равновесии, то есть никак не двигается, все, оно в равновесии, в покое, то что должно выполняться? То есть какие два условия должны быть выполнены? Первое условие, что у вас сумма сил должна быть равна нулю. То есть сила F1 плюс F2 плюс F3, и если еще какие-то есть другие, то вы их также складываете. Суммарная сила должна быть равна нулю. Кстати, что очень важно, здесь все-таки не стоит писать второй закон Ньютона, потому что многие любят говорить, что так по второму закону Ньютона для той палочки сумма сил равна нулю. Не-не-не-не. В чем прикол? В ЕГЭ мы с вами считаем, что второй закон Ньютона, он верен для материальной точки, для одной материальной точки. А так как вы уже рассматриваете твердые тела, какие-то большие, их не можем считать материальными точками. И поэтому, конечно, для них второй закон Ньютона в рамках ЕГЭ мы писать не можем. Значит, мы будем писать только вот первое условие равновесия, что сумма сил будет равна нулю, если наше тело будет в покое, то есть в статике. Отлично. Но на самом деле только первое условие равновесия нам не хватит для того, чтобы сказать, что наше тело в равновесии. Для этого служит второе условие равновесия, которое будет говорить, что относительно любого полюса, какой бы вы здесь не выбрали, хоть здесь, хоть здесь, хоть здесь, хоть здесь, хоть здесь, хоть здесь, да где угодно. Выбирайте, все равно правило моментов будет выполнено. То есть сумма моментов, стремящихся ваше тело повернуть по часовой стрелочке относительно этого полюса О, будет равняться сумме моментов сил, стремящихся повернуть ваше тело против часовой стрелочки относительно этого полюса О, который вы выберете. Например, в данном случае он выбран здесь. Можете выбрать здесь, 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 да где захотите. Это мы с вами описали условия равновесия тел. Все, прекрасно. Но также нас будет интересовать, а когда же еще будет выполнено на самом деле правило моментов? Давайте с этим разберемся. И для этого я ввел четвертый пунктик. На самом деле он в 22-й задаче навряд ли, может быть, понадобится. Он раньше был нужен в финальной 30-й задаче, что в прошлом году. Но мало ли что, вдруг что дадут. Давайте на всякий пожар мы все это будем знать. И это тем более короткий пунктик. Смотрите. Уравнение моментов и когда еще верно правило моментов. Первоначальный пунктик А. Давайте мы с вами запишем уравнение моментов. Это более общее правило, более общее уравнение. И здесь сразу предупрежду, что, конечно, я не в строгой форме это записал. Это так, чтобы примерно мы с вами понимали, в чем вся суть таится. Поэтому прошу не бросаться в меня камнями и говорить, что нет, уравнение динамики вращательного движения должно выглядеть совсем по-другому, трали-валь, там еще момент импульса и так далее. Давайте, нет, просто такая ознакомительно, окей? И что тогда? У нас сумма моментов сил, стремящихся повернуть против часовой стрелочки, минус сумма моментов сил, стремящихся по часовой стрелочке повернуть. Это будет выражено как, оказывается, некоторый коэффициент. И, об этом мы еще скажем, помноженное на скорость изменения угловой скорости. То есть ваше же тело может вращаться вокруг какой-то оси с некоторой угловой скоростью, правильно? И как раз это будет отвечать за то, как быстро будет меняться угловая скорость вашего твердого тела. То есть вот твердое тело, оно будет вращаться вокруг некоторой точки, вокруг некоторой оси. И понятное дело, что если оно будет ускоряться в плане вращения, то у вас будет здесь какой-то ненулевой коэффициент. То есть дельта омега по дельта будет какое-то ненулевое значение. Ну и теперь давайте мы с вами разберемся с этим коэффициентом И. Что это такое? Во-первых, он называется как момент инерции относительно оси О, вокруг которого будет вращаться наше тело. И что это такое? Давайте попробуем качественно это все-таки обсудить с вами. Давайте представим первоначально просто массу m маленькая, правильно? Что такое масса m маленькая? M маленькая — это мера инерции при поступательном движении. То есть, если у вас и правда масса вашего, например, здесь мелка, она довольно маленькая, то нам будет легко разогнать этот мелок. Правильно? То есть мы прикладываем какую-то силу F, и нам будет легко ее разогнать до какой-то там определенной скорости. То есть это произойдет довольно быстро. Если же масса нашего мелка будет довольно большой, то прикладывая ту же самую силу F, чтобы разогнать до той же самой скорости, нам придется потратить намного больше времени. Правильно? Поэтому это будет наша мера инерции при некотором поступательном движении. А вот коэффициент И, он отвечает за меру инерции при вращательном движении. То есть насколько нам будет легко поворачивать наше тело. Ведь правда, если у нас будет масса нашего тела довольно маленькая, или вот этот момент инерции он будет довольно маленьким, то наше тело будет очень-очень легко вот так вот брать и поворачивать. А если же момент инерции будет большим, то нам будет тяжело поворачивать наше тело, то есть будет тяжело его вращать. В этом весь главный смысл. Что для вас
важно знать, что в основном момент инерции, он прямо пропорционален массе. Ну, так в основном получается. Конечно, это не всегда, но он в основном будет прямо пропорционален массе. И что очень важно тогда, если масса равна нулю, то есть тело очень легкое, тогда и момент инерции, в свою очередь, будет равен нулю. То есть никакой инерции при вращении у нас не будет происходить. Верно? Ну и тогда давайте запишем, когда у нас будет выполнено правило моментов. Первое. Тело будет в равновесии. То есть у нас угловая скорость вашего тела равна нулю. Все. Тело в равновесии, оно не вращается, поэтому угловая скорость равна нулю. Она равна константе, то есть со временем не меняется. Дельта омега по дельта будет равно нулю. Отсюда да здравствует. Это выражено как 0, это выражено как 0. Правило моментов выполнено. Второе. Если у вас будет происходить равномерное вращение тела, это, кстати, очень неожиданный момент, но это правда. У вас в этом случае омега будет равна константе, то есть ваш мелок, он будет вращаться с постоянной угловой скоростью. И что тогда? Тогда получается, что скорость изменения угловой скорости равна нулю. То есть у вас угловая скорость никак не меняется, значит, этот коэффициентик будет равен нулю. Это 0, значит, получается выполнено правило моментов. И третий случай, это когда у вас тело легкое. То есть масса вашего тела, она будет равна нулю. А как мы уже с вами говорили, в этом случае тогда и момент инерции в этом будет равен нулю. То есть нам будет очень легко поворачивать это тело вокруг какой-то оси вращения. И получается, этот коэффициентик равен нулю, значит, это все суммарно будет выражено как 0, вот и опять выражено правило моментов. Отлично, перейдем к гидростатике. Перейдем к гидростатике и давайте поговорим про закон Архимеда. Давайте рассмотрим некоторое тело, которое будет плавать в некоторой жидкости. Снаружи у нас будет также некоторый газик. И что тогда? Тогда мы с вами можем изобразить, какие у нас будут действовать силы на каждый маленький кусочек нашего тела. То есть мы выберем такой маленький кусочек, как видите, со стороны газа у нас будет действовать такая маленькая сила. На этот маленький кусочек у нас также будет действовать маленькая сила. На этот кусочек маленькая сила. На этот кусочек маленькая сила. Также со стороны жидкости на каждый маленький кусочек у нас будет действовать сила. Причем эта сила будет перпендикулярна нашей поверхности нашего тела. И что тогда? Тогда нам стало интересно, а что же будет, если мы возьмем и просуммируем все эти силы? То есть получим равнодействующее всех этих сил. И равнодействующая всех этих сил и будет называться как сила Архимеда, действующая на наше тело. Поэтому здесь и напишем, что сила Архимеда — это Фа. Это равнодействующая всех сил реакции опоры со стороны жидкости и газов. То есть, если здесь была бы еще какая-то жидкость, то мы бы учитывали еще вот эти силы со стороны этой жидкости и так далее. Что касается нашего тела. Окей, в данном случае это жидкость, этот газ, и вот они все эти силы. Сумма всех вот этих сил будет нам давать силу Архимеда. Прекрасно. И тогда давайте перейдем к закону Архимеда. Что будет гласить закон Архимеда? Давайте мы сначала глянем на этот скриншот. Пу-бум. Ну что, ребята, вы действительно думали, что я это все буду сейчас читать? Нет. Отсюда, конечно, нужно просто взять и получить некоторый смысл. А давайте весь этот главный смысл я здесь и запишу. Что сила Архимеда по закону Архимеда будет выражаться как масса вытесненных жидкостей или газов помноженная на g. Это здесь как раз я и записал. М-выт — это масса вытесненных этим телом жидкостей и газов. То есть в данном случае наше тело вытесняет жидкость. То есть видите, здесь у нас вытеснена наша жидкость, и здесь вытесняется у нас газик. И вот суммарная масса вот этих вытесненных жидкостей и газов здесь будет учитываться. Это будет наш закон Архимеда. Ну и отсюда, вот как видите, чуть позже мы с вами перейдем к великой формуле, что ρ на g погруженное. Но первоначально закон Архимеда звучит так. И давайте мы с вами поймем, а когда у нас будет выполнен закон Архимеда? Вот в такой формулировке. Ну и рассмотрим первый такой случай, пунктик А маленькая, где вот будет наш сосудик, в котором будет жидкость и будет брусочек. Этот брусочек плотно прижат к дну нашего сосуда, то есть у нас водичка никак не подтекает вот сюда. И как мы можем тогда сказать, что площадь соприкосновения этого брусочка с дном сосуда будет какой-то не нулевой. Ну правильно, мы это здесь видим. Что тогда? Тогда, как вы видите, у вас все эти силы будут направлены таким образом, это если мы с вами будем изображать силы на каждый маленький кусочек. И в чем будет прикол? У вас сил снизу никаких не будет. А значит, они никак не будут компенсировать силы сверху. Ну или давайте вот такую ненулевую разность, чтобы у вас сила Архимеда смотрела вверх. И поэтому тогда у вас суммарная сила как будет выражаться? Сбоку силы компенсируются, и остается сумма верхних сил. Сумма верхних сил будет вам давать суммарную силу, направленную вертикально вниз. И в этом случае вот эта сила F, направленная вертикально вниз, она не будет выражаться по такой формуле. Нет, нам нужно будет искать силу, действующую на верхнюю часть нашего брусочка. Это просто давление в эту область помножить на площадь сечения. Но закон Архимеда здесь уже будет до свидания. Пунктик Б маленькая. Здесь давайте мы рассмотрим, когда брусочек, он будет касаться вот ребром, либо буквально в одной точке будет касаться нашей нижней поверхности сосуда. Что тогда? Площадь соприкосновения будет равна нулю, и тогда на самом деле ваша жидкость будет действовать со всех сторон на ваш брусочек. Ну и, конечно, равнодействующая всех этих сил, она будет направлена вертикально вниз, потому что она здесь везде снизу также будет действовать, и эта равнодействующая сила будет смотреть вверх. Это аналогично вот этому случаю.
То есть если у вас площадь соприкосновения, как и в данном случае, с поверхностью нашего сосуда, она равна нулю, то да здравствуй, сила Архимеда будет направлена вертикально вверх и будет выражаться как масса вытесненных жидкостей и газов, помноженная на g. Поэтому здесь у нас будет галочка. Ну и пунктик-то v маленькая. Опять давайте рассмотрим, когда брусочек теперь будет прижать к стенке нашего сосуда, и площадь соприкосновения нашего брусочка с стенкой сосуда будет какая-то не нулевая. Что тогда? Здесь мы видим, вот они наши силы на верхнюю грань, вот они силы на боковую грань и на нижнюю грань. И что мы с вами можем заметить? Что так как здесь жидкость у нас также не подтекает, то есть мы с вами брусочек плотно прижали к стенке сосуда, тогда здесь у нас никаких сил нет. И получается, когда мы будем с вами искать равнодействующую всех сил, то эта сила будет направлена вот сюда, потому что в этом направлении никто не будет действовать. Поэтому суммарно будет сила как-то вот в этом направлении смотреть. И опять эта сила уже не будет выражаться как масса вытесненных на g, нужно будет здесь искать это совсем по-другому. Как вот здесь вот сверху давление на площадь, здесь снизу давление на площадь, здесь давление на площадь, причем нужно будет еще все это по-своему считать и так далее. Но это уже олимпиады. Поэтому просто, что нужно знать, это уже здесь применять нельзя. Ну и тогда давайте перейдем к самому главному. Это мы с вами как бы выведем, когда мы можем с вами писать, что сила Архимеда равна ρg, gv погруженная. Когда это можно? Но первоначально давайте я скажу некоторые замечания к первому пунктику, что точка приложения нашей силы Архимеда, она у нас будет совпадать с центром тяжести вытесненных жидкостей и газов. То есть, например, в данном случае, вот здесь у вас вытеснилось как раз газ, жидкость, вы ищете центр тяжести вот этих вытесненных жидкостей и газов и туда прикладываете вашу силу Архимеда. Ну, это как раз здесь и показано. Вот вытесненный газ, вытесненная жидкость. Вот точка приложения силы Архимеда, это будет центр тяжести вот этих вытесненных газов и жидкостей. И вот давайте рассмотрим такой случай, когда у нас будет сосудик, в нем, как всегда, будет жидкость, сверху газ и будет плавать некоторое тело. Давайте запишем силы, действующие на наше тело, сила тяжести, сила Архимеда направлена вертикально вверх в данном случае, так как площадь соприкосновения вашего тела с поверхностью равна нулю. Кстати, при этом отметить, что у нас жидкость и газ должны быть неподвижны. Это также второе условие того, когда у нас выполняет закон Архимеда. То есть площадь соприкосновения равна нулю, и при этом у вас жидкость и газ, они должны быть неподвижны. Отлично, давайте тогда запишем закон Архимеда, потому что он здесь выполнен. И сила Архимеда будет выполняться как масса вытесненных жидкостей и газов помножена на g. У нас вытесняется газ, жидкость, записываем масса вытесненной жидкости плюс масса вытесненного газа. Верно? Вот здесь вот масса вытесненного газа, масса вытесненной жидкости. Что очень важно понять. В данном случае, так как у нас этот объемчик, ну, соразмерен вот этому объемчику, и плотность нашего газа, она в разы, просто в разы меньше, чем плотность жидкости, то массой вытесненного газа в данном случае мы можем пренебречь по сравнению с массой вытесненной жидкости. И тогда просто записать, что это будет масса вытесненной жидкости на g. Но, конечно, если, например, у вас будет воздушный какой-нибудь шар, как в задачах по МКТ, то в таком случае у вас объем вытесненного газа, он будет огромный. И поэтому масса вытесненного газа тогда нельзя будет пренебрегать, потому что у вас масса вытесненного газа, она будет соразмерна массе там, оболочки и так далее, там будет довольно большая масса, там нужно будет это учитывать. Поэтому про это главное не забываем. Вот, отлично. Здесь получаем такой результат. И что тогда? Давайте запишем, чему будет равна масса вытесненных жидкостей. Это будет ρg на объем вытесненной жидкости. Если у вас здесь были бы какие-то другие жидкости, то эта масса вытесненных жидкостей, она бы складывалась из массы первой жидкости, второй жидкости, третьей и так далее. Все-таки, как вы помните, есть задача, где несколько жидкостей. В данном случае это просто ρg на массу вытесненной жидкости. И здесь, так как объем вытесненной жидкости, вот он, совпадает с объемом погруженной части вашего тела, мы говорим, масса вытесненной жидкости это есть ВПОК, как объем погруженной части нашего тела. Тогда мы получаем, что сила Архимеда ρg, g, v погруженной. И эта формула у нас будет верна, если у вас ваше тело погружено в однородную одну жидкость. Иначе нам нужно будет пользоваться вот этой первоначальной формулой. И тогда вы сможете решить любую задачу. А теперь приступим к тестовой части. Уху! Готово! Перейдем к тестовой части. Решим первую задачу. И первая задача. Однородный стержень АБ массой 2 кг и длиной 80 см опирается на вертикальную стенку, образуя с горизонтом уголочек альфа равный 60 градусов. Смотреть рисунок. Определите плечо силы тяжести, действующей на стержень, относительно оси и перпендикулярной плоскости стержня и проходящей через точку А. Давайте вкратце мы для себя изобразим данный рисуночек. То есть вот изображаем наши опоры. Здесь у нас будет Земля располагаться, и здесь у нас также будет располагаться Земля. Тогда изображаем нашу палочку АБ. Она будет у нас наклонена под уголочком альфа к горизонту. Давайте здесь я укажу этот уголочек альфа. Здесь у нас будет точка А, здесь у нас будет точка Б.
И вместе с этим мы с вами вспомним, что так как нам известно, что стержень все-таки однородный, то центр тяжести нашего стержня совпадает с геометрическим центром нашего стержня. То есть сила тяжести будет приложена к серединке нашего стержня. Сюда будет приложена сила тяжести m маленькая g вектор, где она будет располагаться посередине. Поэтому тогда давайте мы с вами обозначим, что эти кусочки у нас будут иметь длину как L маленькая, выраженная по 40 сантиметров. Здесь 40 сантиметров и здесь 40 сантиметров. Все-таки длина всей палочки 80 сантиметров. Тогда, так как мы с вами хотим найти плечо нашей силы тяжести, mg относительно полюса А, то что мы тогда должны сделать? Мы должны провести линию действия нашей силы и провести перпендикуляр из точки А на данную линию действия силы. И это будет наше плечо силы тяжести d маленькая. Очень важно отметить, что частая ошибка, здесь люди пишут вот это плечо. Но нет, еще раз, это перпендикуляр, опущенный из точки А на линию действия силы. И тогда получаем, что так как в данном случае у нас здесь уголочек альфа, значит d маленькая будет выражаться как L маленькая на косинус угла альфа. Значит будет выражено как 40 сантиметров на косинус 60 градусов, значит это 1/2. Получаем 20 сантиметров. Это будет наш ответ. Пишем 20. Следующая задача. Человек несет груз на легкой палке. Смотрите рисунок. Чтобы удержать в равновесии груз массой маленькая, он прикладывает к концу B палки вертикальную силу 40 ньютон, где нам будет известно ОБ это 60 сантиметров, а ОА это 20 сантиметров. Определите массу нашего груза. Давайте я изображу в данном случае нашу палочку и изображу в данном случае опору О. То есть в этой точке мы с вами опираемся на нашего человечка. Потом здесь у нас будет располагаться этот грузик массой маленькая, а здесь мы к палке прикладываем силу F, направленную вертикально вниз. Давайте мы с вами рассмотрим в системе нашу палку с грузом. То что мы тогда получаем? Мы получаем, что на эту систему у нас будет действовать следующие силы, как сила тяжести m маленькая g вектор, направленная вертикально вниз, и нормальная составляющая силы реакции опоры в точке О. И так как у нас наша палочка, она никак не вращается, то есть она у нас в равновесии, давайте мы с вами запишем второй условие равновесия, который будет говорить, что сумма моментов сил, вращающих ваше тело по часовой стрелочке, будет равняться сумме моментов сил, вращающих ваше тело по часовой стрелочке, при этом относительно некоторого полюса. И давайте мы с вами запишем относительно полюса О. Зачем? Для того, чтобы момент силы n никак не учитывать. Но все-таки сила n нам неизвестна, и зачем нам ее лишний раз учить? Давайте без нее. Поэтому тогда получаем, что если здесь у нас расстояние ОА, правильно? Мы его можем еще в данном случае обозначить как D1. А здесь у нас расстояние ОБ, ну или еще по-другому как D2, то тогда мы получаем, что по часовой стрелочке кто у нас хочет вращать относительно О? У нас хочет вращать сила F. Поэтому получаем, это будет F на D2. А против часовой стрелочки кто у нас хочет вращать в этом направлении? Конечно, сила тяжести, m маленькая g. Получаем m маленькая g на D1. Тогда я делаю вывод, что F на D2 это будет mg на D1. Отсюда я получаю, что m маленькая у нас будет выражаться как F на D2 к D1, и при этом F у нас делится на g. Тогда мы давайте с вами вспомним, что D2 у нас выражается как 60 сантиметров, это 60 сантиметров, а D1 это у нас 20 сантиметров. Тогда, как вы понимаете, D2 у нас будет выражено как 3D1. Давайте отсюда поставим, поэтому получаем 3F деленное на G. Ну и давайте подсчитаем. Это получается 3 умноженное на 40 ньютон, деленное на 10 метров на секунду в квадрате. Отсюда я получаю 12 килограмм. Поэтому наш ответ 12 килограмм. Ну и следующая большая задача. Ученик помещал цилиндр объемом V равный 10 см кубических, не удерживая его в различные жидкости, плотности которых представлены в таблице, и измерял объем погруженной в жидкость части цилиндра V-погр. По результатам измерений была получена зависимость объема погруженной части цилиндра V-погр от плотности жидкости ρ. Выберите все верные утверждения, согласующиеся с данными, представленными на рисунке в таблице. Здесь проще всего будет рассмотреть несколько случаев, при этом отдельно. Давайте рассмотрим первый случай, когда наше тело плавает в сосуде. Тело плавает. Тогда изображаю наш сосудик. Вот у нас будет сосудик. И вот наше будет тело. Оно плавает в нашей жидкости. При этом нам будет известно, что вот будет объем погруженной части. Это будет V-погр. Что тогда? У нас будет действовать сила Архимеда. И при этом, конечно же, еще будет действовать сила тяжести m маленькая g вектор. Да, по первому условию равновесия данной силы у нас будет
компенсированы, значит получаем, что F Архимеда по модулю будет равна силе тяжести m маленькая g. При этом вспомним, что сила Архимеда у нас выражается как ρ жидкости на g на v погруженной части, на v погр. Прекрасно. И тогда в случае, если наше тело плавает, я получаю, что ρ жидкости на g на v погруженная будет выражено как m маленькая на g. G маленькая у нас здесь сокращается, g маленькая до свидания. И я получаю, что ρ жидкости на v погруженная это будет масса m маленькая. То есть вот такой интересный результат. И тогда, как вы понимаете, так как у нас масса нашего брусочка никак не меняется, то в случае того, когда наш брусочек он плавает, у нас получается, что объем погруженной части обратно пропорционален нашей плотности жидкости. То есть это m на ρ жидкости, а значит выполняется обратная пропорциональность. V погр обратно пропорционально ρ жидкости. Вот какой интересный результат. Это как раз это мы с вами видим в этой области. Но что это за другая такая область, где v маленькая у нас будет равняться константе? Это как раз второй случай, если наше тело будет все-таки лежать на дне нашего сосуда. Что же будет тогда? Давайте мы с вами здесь это также отобразим. То есть теперь в этом случае сосуд у нас располагается так, и само тело лежит на дне сосуда. Получаем, что у нас, во-первых, будет действовать нормальная составляющая силы реакции опоры. Конечно, еще будет действовать сила Архимеда F Архимеда вектор. И вместе с этим еще будет действовать сила тяжести m маленькая g вектор. Если мы с вами запишем первые условия равновесия, мы получаем, что n плюс сила Архимеда это просто будет наша сила тяжести m маленькая g. Но если мы с вами захотим, например, выразить силу Архимеда, равную как ρ жидкости на g, только в этом случае на v, потому что v погруженная у нас будет равен v просто. Это просто будет v, как объем нашего тела. И получаем, только помножаем еще на g, это будет m маленькая g минус n. И в чем будет весь здесь прикол? В том, что ρ жидкости будет выражено как m маленькая g минус n, деленное на g на v. И v у вас будет равен константе. То есть погруженная часть, она у вас не будет меняться, правильно? Потому что все ваше тело погрузилось. И в данном случае у вас будет производиться зависимость только от силы n. А зависимости от v у вас никакой нет. Поэтому в случае, если ваше тело полностью погрузилось, то как бы вы не меняли вашу плотность, у вас v будет равняться константе. Ну или v погр будет равняться константе, просто будет выражено как v. Как бы не меняли ρ жидкости. Как бы не меняли ρ жидкости. Отлично. И здесь на самом деле мы с вами как раз и получаем, что вот у нас будет область, где у нас объемчик, как вы понимаете, погруженной части не меняется, как бы вы не меняли вот эту плотность жидкости. А здесь у нас объемчик погруженной части все-таки меняется. Значит, здесь, в этой области, у нас с вами тело плавает, а здесь тело полностью погружено, полностью, ну или давайте мы с вами напишем на дне. Да, что вот это за граничная такая точка А? И в этой граничной точке А мы с вами располагаемся ровно внутри жидкости, при этом не касаясь ни дна, ни стенок сосуда. То есть можно обозначить, что в точке А, в этой пограничной точке, как видите, если мы с вами чуть-чуть увеличим плотность, то мы уже плаваем. Чуть-чуть уменьшим, то мы уже на дне. Поэтому в этом случае в точке А у нас рисунок будет выглядеть таким образом. Вот наша будет жидкость, вот наше будет тело. И, конечно, тогда сила Архимеда, как всегда, будет компенсировать нашу силу тяжести маленький g вектор. И мы получаем, что F Архимеда будет выражено как mg. Но, что очень важно, что тогда ρ жидкости можно обозначить в точке А на g, на v погружено, где v погружено, это будет весь наш объем. Это будет ρ нашего тела на g на v как раз нашего тела. То есть, как видите, в этой точке у нас плотность жидкости совпадает с плотностью нашего тела. Получаем ρ тела, это будет ρ жидкости в точке А. Поэтому, кстати, если мы здесь посмотрим, то в точке А у нас плотность это 1 грамм на сантиметр кубический, поэтому получаем, это будет 1 грамм на сантиметр кубический. Вот такой интересный результат мы с вами здесь получаем. И после всего этого анализа пора переходить к вопросам. Смотрим. В бензине и спирте сила Архимеда, действующая на цилиндр, одинакова. Ну, смотрим. У нас бензин имеет 0,71. Давайте вот здесь посмотрим. Вот 0,71. Даже как-нибудь попробуем это указать. То есть здесь у нас располагается бензин. А спирт составляет 0,79. То есть где-то здесь у нас будет располагаться спирт. То, в чем прикол? Получается, для бензина и спирта нам будет известно, что наш
Брусочек, он будет на дне. Видите, он у нас располагается на дне. Все, он опустился. Значит, тогда силу Архимеда проще всего будет искать как плотность жидкости, помноженная на объем, помноженная на ускорение свободного падения. Поэтому мы можем писать тогда для спирта, где-нибудь попробовать, что F Архимеда спирта, это будет ρ спирта на G и на объем всего нашего тела. А сила Архимеда, действующая в случае бензина, F Архимеда бензина, это будет ρ бензина на G на V. И как видите, так как у нас ρ бензина не равен ρ спирта, значит, получается, они не равны между друг другом. Поэтому тогда первый ответ здесь неверный. Потом цилиндр тонет в спирте. Ну, конечно, тонет. Мы с вами уже получили, что в этих случаях наш цилиндр будет тонуть. Как мы здесь и получаем. Поэтому это будет правильный ответ. На цилиндр, плавающий в бромоформе, действующая выталкивающая сила около 35 миллиньютон. Бромоформ — это что? Это когда у нас плотность выражена как 2,89 грамм на сантиметр кубический. Это где-то у нас будет здесь. То есть получается, наше тело будет плавать. Оно плавает. Тоже, как видите, объем погруженной части меньше, чем объем нашего тела. И что тогда? А тогда вы получаете, что можно, конечно, с одной стороны здесь посмотреть, что чему у нас будет выражен объем погруженной части, и найти нашу силу Архимеда как плотность жидкости на объем погруженной части на G. Но можно проще. Ведь мы же с вами получаем в четвертом пункте, ну давайте в четвертом пунктике, что сила Архимеда при бромоформе, сила Архимеда бромоформ, она просто будет равна как mg. Почему? А потому что в этом случае наше тело плавает. А когда наше тело плавает, мы с вами записывали, что сила Архимеда выражается как просто сила тяжести mg. Вот. Все, тогда можем посчитать как ρ нашего тела на тогда объемчик всего нашего тела на g. ρ нашего тела нам известно, это 1 грамм на сантиметр кубический. Объемчик нам тоже известен как 10 сантиметров кубических на g, на 10 метров на секунду в квадрате. Получаем тогда 100 грамм на сантиметр, только на метр делим на сантиметр в квадрате, и получаем тогда 0,1 ньютона. Но это уже точно не совпадает с 35 миллиньютонами. Поэтому это неверно. Четвертое. Цилиндр плавает во всех жидкостях, указанных в таблице. Нет, он не плавает. Он в случае, если наш объемчик здесь равен константе, то есть при вот этих плотностях, он вообще располагается на дне, поэтому он не плавает. И поэтому это будет неверно. И пятое. При плавании цилиндра в хлороформе и дииодметане сила Архимеда, действующая на него, одинакова. Давайте посмотрим. В хлороформе у нас 1,49, то есть мы с вами будем располагаться где-то здесь. И правда, в хлороформе у нас тело плавает. И дииодметане 3,25 это где-то здесь. То есть опять у нас происходит плавание. А тогда в этом случае, как вы помните, сила Архимеда у нас выражена как сила тяжести маленькой g. Она одинакова? Да, это верно. Поэтому пятый пунктик опять верный. Ответ 2, 5. Ну и последняя тогда задача. Два одинаковых бруска толщиной 5 см и массой 1 кг каждый, связанные друг с другом, плавают в воде так, что уровень воды приходится на границу между ними. Смотрите рисунок. Из приведенного ниже списка выберите все правильные утверждения. Ну, для начала давайте мы с вами проанализируем нашу систему. Я тогда изображаю наш сосудик, в котором будут плавать данные два брусочка. Только для удобства давайте мы, знаете, что сделаем? Укажем, что масса наших двух брусочков, это, конечно, будет 2 маленькая. Давайте обозначим, какая большая, то есть суммарная масса всей этой системы. И при этом, хоть нам и будет известно, что глубина погружения в данном случае совпадает с толщиной одного из этих брусочков, давайте мы скажем, что глубина погружения будет x. Вот такой, немножко общий вид. И при этом давайте я также укажу, что вот наш будет отдельно здесь брусочек, его масса маленькая, толщина будет h маленькая, площадь сечения s. И заодно массу маленькую можно будет выражать как ρ нашего брусочка, то есть ρ нашего тела, помноженное на объемчик нашего брусочка, то есть на площадь сечения и на толщину нашего брусочка. Этим мы с вами будем пользоваться. Это будет нулевой пунктик. И тогда давайте дальше мы с вами проанализируем все с точки зрения сил. У нас будет действовать на нашу систему m большой g вектор и, конечно, сила Архимеда Fa. Итак, в первом пункте мы с вами запишем первое условие равновесия, которое будет говорить, что сумма сил будет равна нулю. Значит, силы все будут скомпенсированы. Ну или по-другому, сила Архимеда будет выражаться как mg. При этом сила Архимеда нам известна как ρ нашей жидкости на g и на объем погруженной части, то есть x на s. Поэтому, объединяя это, я получаю, что ρ жидкости, gxs, это будет m большое g. Ну или по-другому я могу выразить
глубину нашего погружения. То есть x это будет m, деленное на ρ жидкости, на s. Вот такой интересный результат мы с вами здесь получаем. Как вы видите, он не зависит от того, что у нас здесь брусочками происходит и так далее. И поэтому тогда мы можем записать сразу второй случай, что нам же известно, что x-то у нас выражено как h, и при этом m большое это будет 2m маленькое. Поэтому давайте мы это с вами поставим. Получаем, что h маленькое это будет 2 на ρ тела на s на h, деленное на ρ жидкости на s. И первый интересный результат, что s у нас сокращается, и h маленькое у нас также сокращается. Я получаю, что ρ тела это будет ρ жидкости, деленное на двоечку. То есть мы получаем, что ρ тела, в случае, если у нас здесь вода, будет выражен как 500 кг на метр кубический. Круто. Ну, самое основное мы с вами записали. Теперь давайте перейдем к вопросам. И нам сказано, что плотность материала, из которого изготовлены бруски, выражена как 500 кг на метр кубический. Да, все верно. Мы с вами такой результат и получили. Второе. Сила Архимеда, действующая на бруски, равна 10 ньютонам. Давайте посмотрим. То есть третий это то, пунктик напишем. Он нам будет говорить, что сила Архимеда, с одной стороны, это будет m маленькая на g, только при этом помножить на двоечку, все-таки у нас 2m маленькая. А с другой стороны, это будет ρ жидкость, на v погруженная и так далее. Но площадь сечения мы с вами не знаем, поэтому проще всего работать с этой формулой. Поэтому получаем это 2 помноженное на 1 кг и помноженное на ускорение свободного падения 10 метров на секунду в квадрате. Получаем 20 ньютон. Нет, неверно. То есть их второй пунктик неверен. Если воду заменить на керосин, то глубина погружения брусков уменьшится. Ну, давайте мы с вами вспомним, что ρ керосина у нас меньше, чем ρ нашей водички, правильно? Следовательно, мы после такой процедуры плотность нашей жидкости уменьшаем. И при этом мы с вами вспомним, что глубина погружения у нас как выражается? Как масса всей системы, деленная на плотность жидкости на S. Если мы с вами плотность жидкости уменьшаем, значит глубину погружения мы с вами увеличиваем. А нам сказали, что она уменьшится. Поэтому нет, это неверно. Потом четвертое. Если на верхний брусок положить груз массой 1,5 кг, то бруски утонут. Давайте, во-первых, мы с вами вспомним, что 1 кг это m, значит 1,5 кг это будет 1,5m. И в пятом пунктике мы с вами что получаем? Что вот наши будут брусочки. И на этих брусочках у нас располагается тело массой 1,5m маленькое. И здесь у нас будет 2m маленькое. При этом вспомним, что толщина этих двух брусочков будет 2h. И для чего это буду делать? А для того, что давайте мы с вами предположим, что нет, у нас ничего не утонуло. И попробуем выразить тогда глубину погружения нашей системы. Если окажется, что глубина погружения будет больше, чем 2h, то тогда да, все утонуло. А если же глубина погружения будет меньше, чем 2h, как здесь я изобразил, то тогда у нас ничего не утонуло. Тогда давайте мы с вами укажем, что вот по такой уровень у нас будет жидкость. И мы можем на самом деле еще раз это вывести, либо воспользоваться данным результатом и получить некоторую связь. И тогда давайте мы с вами еще раз некоторые соотношения запишем. Как? Вот у нас масса всей системы на g-вектор, где наша масса всей системы в данном случае будет выражена как 2m маленькая плюс 1,5m маленькая. Или с другой стороны как 3,5m маленькая. И при этом еще на всю эту систему будет действовать, конечно, сила Архимеда Fa. И получаю, что так как у меня силы скомпенсированы, значит сила Архимеда будет выражена как m большое g, а с другой стороны сила Архимеда это ρ жидкости на g на v погруженная часть, то есть x на s. Объединяя эти два соотношения, я получаю, что x это будет mg, деленное на ρg, g и на s. Ну, g у нас сокращается, то есть получаем m, деленное на ρ жидкости на s. Но я согласен, что на самом деле этим соотношением я мог бы сразу воспользоваться, тем более, что мы его вывели выше. Но ничего страшного, еще раз вывести тоже будет не лишним. И что тогда получаем? Считаем, как x можно найти. Ну, давайте выразим m большое, это будет 3,5m маленькое, ну или с другой стороны, как ρ нашего тела на s и на толщину одного нашего брусочка. Делим на ρ жидкости и на площадь сечения. S у нас сокращается. И при этом вспоминаем, что ρ тела составляет 1/2 от ρ жидкости. Значит, получаю, что 7/2 помножаем на 1/2, потому что ρ тела, деленное на ρ жидкости, это будет 1/2. И помножаем на h. Получаем 7/4 h маленькое. Ну и что получаем? Что это будет меньше, чем 2h маленькое. Правильно? А раз это меньше, чем 2h маленькое, значит тела не утонут. Не утонут. Утонут. Поэтому их четвертое суждение, оно неверное. Ну и финальное. Если в стопку добавить еще один такой же брусок, то глубина ее погружения увеличится на 2,5 см. Давайте опять рассмотрим этот финальный случай. То есть у нас теперь будет 3 брусочка. Вот наши будет 3 брусочка.
И как вы тогда понимаете, у нас наша толщина будет выражаться как 3h. И давайте мы с вами обозначим, что у нас будет какая-то глубина погружения, выраженная как x. И что тогда? Тогда мы давайте сразу воспользуемся нашим результатом для глубины погружения, что это будет масса всей системы, деленная на рост жидкости и на площадь сечения. В данном случае масса всей системы m большое, это будет 3m маленькое, потому что здесь m и здесь m. Тогда давайте поставим, это получаем 3m маленькое, деленное на рост жидкости и на s. Поставляем как ρ тела на объем одного брусочка, то есть s на h. Все это мы с вами делим на рост жидкости на s. S большой у нас сокращается, мы ему говорим до свидания. И тогда x это будет как 3 на ρ тела, деленное на рост жидкости на h. Вспоминаем, что ρ тела к рост жидкости это 1/2, значит будет 3/2 h маленькое. И мы с вами понимаем, что это наша новая глубина погружения. То есть у нас было x0 равное как h маленькое. Это наша первоначальная глубина погружения, когда у нас было только 2 брусочка. А стало x равное 3/2 h. Следовательно, дельта x, то есть та глубина, на которую мы с вами опустились вниз, это будет 3/2 h минус h маленькое. Получается 1/2 h. И тогда я что получаю? Что, так как h маленькое это 5 см по условию, это будет 2,5 см. И при этом, конечно, у нас первоначальная глубина была где? Она была здесь. То есть вот у нас было h маленькое. Поэтому мы, получается, опустились вниз на 2,5 см. Это как раз то, что здесь и говорилось. Поэтому пунктик 5 у нас верный, и ответ 1,5. Всем спасибо за просмотр этого мощного видеоролика. Я уверен, что вы повторили или изучили все необходимое в этой теме для ЕГЭ по физике, так что вы сможете ее затащить и вообще не будете ее бояться. Я отмечу, что скоро наступает лето, и многие в основном в это время чилят, отдыхают и начинают работать только где-то осенью. В огромной суете, вместе с другими предметами в школе, когда ничего не успеваешь и так далее. Но я отмечу так, что лично я как раз таки взял все свои олимпиады. Это призерство на все победительства, на разных перечнях олимпиад, именно за счет того, что я работал летом. И аналогично все мои друзья и знакомые, которые взяли олимпиады или взяли высокие баллы на ЕГЭ, они себе говорят спасибо за то, что они готовились именно летом, потому что много свободного времени. И я тебе уже советую начать готовиться к ЕГЭ по физике этим летом. Поэтому я буду специально для тебя проводить летнюю школу к ЕГЭ по физике следующего года. Так что присоединяйся, ссылочка будет в описании. Это будет круто, будет с кайфом, где мы вначале немножечко познакомимся с миром физики, изучим с нуля кинематику и динамику, также статику, и при этом уже начнем решать некоторые задачи второй части, где ты познаешь, как при этом это все нужно оформлять. И уже в августе мы с тобой изучим самую сложную тему 11 класса. Это электромагнетизм, которую все боятся. Все там, что это такое? Мы это все с тобой пройдем. Так что в начале 11 класса тебе будет с кайфом ее работать в школе. А потом, во второй половине 11 класса, когда ты ее будешь повторять на моем годовом курсе, ты мощно все отшлифуешь и сможешь решать любые задачи на эту тему. Так что переходи по ссылочке в описании и записывайся на мою летнюю школу. До встречи на вебинарах. И заодно, уже этой осенью у меня стартует мой годовой курс к ЕГЭ по физике. Если ты хочешь сдать ЕГЭ по физике на высокий балл, то переходи по ссылочке в описании, и все у тебя получится. Так что всем счастья, мира, добра, любви. Пусть все у вас будет прекрасно, конечно, волшебно. Пока-пока. Ну и смотрите другие видеоролики к ЕГЭ и Олимпиадам на данном YouTube канале.